Так, сегодня незапланированный эфир, потому что очень много времени уходит у меня на решение вопросов бытовых, в том числе я продолжаю работу, и у меня очень много людей, с которыми постоянно переписываюсь, поддерживаю их, родственники, не родственники. Я нахожусь в Днепре. Если кто не знает, кто я, занимаюсь прогнозами Таро в Украине. Я нахожусь в Украине. Сейчас я нахожусь в городе Днепр, где я постоянно нахожусь. Значит, 24 февраля утром, в 5 утра, я проснулась от того, что были взрывы, гремело. Это было, потом повторились они по 8, это было где-то в районе аэропорта. Я живу недалеко от аэропорта. Ну, не совсем под аэропортом нашим. Как говорят, выбили локаторы. Мы же все с вами понимаем, что это война, и война эта идет сейчас в разных плоскостях, и есть всякие военные хитрости, что на самом деле происходит, что нам дают знать. Это, скажем так, война идет еще в области информации. Итак, я не могу сказать, то есть сейчас запрещено разную всякую информацию освещать. Я человек, кто меня знает, я человек достаточно замкнутый. Я не трепещу на всех, не получу на всех каналах, там, не ищу какой-то супер популярности, не блистаю, лишь бы что не говорю. Я таролог, я не только, кто меня знает, кто меня не знает, я таролог, я по образованию архитектор, причем я много лет отработала в этой сфере, я художник, у меня есть работы, которые я продаю за рубеж, в том числе в разных стилях. Ну, основная моя все-таки это работа с высшими силами, обращение к интуиции, те же карты Таро. То есть если кто-то считает, что Таро это какая-то неграмотная бабка, ну что сказать, за последнее время у меня, во-первых, началось очень странно, меня 2 раза пытались почему-то выбить мой канал, хотя у меня нет, я не являюсь каким-то опасным источником распространения информации, вот чтобы я так, у меня там было сильно так уже много подписчиков, миллионы там какие-то, вот не знаю, кому и зачем это надо, честно говоря. Ну, значит, кого-то это очень сильно тревожит, что я могу сказать не только то, что я очень много знаю, но, наверное, я еще это могу донести так, что люди поверят и поймут. То есть разложить это все по азам. Да, я давно не выходила в эфир, честно говоря. У меня много было работы, то есть, и я как-то ушла в нее. Просто хочу поговорить со своими клиентами, неважно, где они, в России, в Европе, в Америке. Вы знаете, что у меня такая работа, я общаюсь совершенно абсолютно со всеми людьми, любых вероисповеданий, в любых ситуациях, любого достатка, мне говорится, полная демократия. Ну, то, что знаю я, то, что я могу узнать и понять, ну, это вокруг меня достаточно клиентуры, поэтому я не ищу какую-то популярность супер там где-то там в соцсетях. Мне она не нужна. Ну вот, но тем не менее, не знаю, 2 раза меня бомбили, мне пытались, у меня многофакторная вход в Google, в YouTube, поэтому и
один вход, который идет на телефон, который вообще никак не связан с интернетом, он вообще не подключен. Есть такая хитрость, поэтому никак они не могли меня взломать почему-то. Ну, плюс Google все-таки достаточно надежная система. Что хочу сказать. Я сейчас скажу, значит, по поводу Днепра. Много раз говорила, что Днепр стоит особняком в системе, в том числе и мистической, энергетической. Я много рассказываю, если кто не знает, я много рассказываю на своем канале, что, допустим, как самый богатый человек мира, да, это Папа Римский, в курсе вообще. То есть насколько огромное влияние вот именно верхушек, эгрегоров различных на жизнь человека. То есть все думают, что очень часто сталкиваясь с мнениями обывателя, у меня в основном те, кто понимает, да, у меня на канале те, кто понимает, насколько это серьезная власть, власть над умами людей, это самая сильная и самая большая власть в мире. И научившись управлять людьми, научившись их там запугивать, манипулировать, ты можешь получить гораздо больше, чем ты там просто математик, даже Нобелевский лауреат. То есть вот это. Я хочу обратить внимание сегодня. Так, значит, что у нас по Днепру? У нас очень укрепленный город. Кроме того, я уже говорила эту информацию, что Днепр очень долго производил ракеты. Ракеты, одна из которых «Сатана». Это ракета, которая выезжает из специального колодца, как бы вырытого в земле. Чтобы вы понимали, что Днепр очень непростой город. Кроме того, тут находится одно сооружение, днепропетровцы все его знают абсолютно, в которое вложились все евреи мира. Это самое большое их культовое сооружение. Я не хочу вдаваться к какому направлению, там очень много всяких течений в этом эгрегоре. Я сейчас не об этом, я говорю о том, что тут действительно их земля, и это большой плюс, скажем так. На сегодняшний день много я не могу сказать по той причине, что я прекрасно понимаю, что трепать языком нельзя, значит, у нас, конечно, очень сильно укрепляют. У нас, может, кто-то у нас, меня и мужчины, знает, что такое противотанковый ров, например, да? Чтобы не шли танки. Что такое КПП, да? Что такое блокпосты? Что такое, теперь же, комендантский час? Плохо, наверное, с укрытиями у нас. Я как архитектор считаю, что наше укрытие, которое у меня там, это чепуха абсолютно. Значит, настоящее бомбоубежище, оно должно быть оборудовано системой вентиляции и обеспечивать сейсмоустойчивость. Там очень много, это целое дело. То есть какой-то подвал, в котором стоят всякие счетчики, проходят какие-то трубы, сейчас еще отопление. Я считаю, что это очень опасное место. Я бы туда не пошла. Самое надежное место, если кто-то из Украины, это шахта лифта. Почему? Потому что шахта лифта рассчитана на динамическую нагрузку, то есть, да, лифт ездит. Это самая сильная обычная опора в любом здании, если оно высотное. Хуже с хрущевками. Вот если хрущевка, там, конечно, туго. То есть поняли, да, если у кого есть лифт, помните, что это самая сильная, самая крепкая конструкция, под нее делается особый фундамент, поскольку самая сложная нагрузка динамическая, то есть именно лифт, который тудым сюдым ездит. Вот, если я бы не советовала кому-то там сидеть в этом подвале, где может порвать какой-нибудь там клапан и так далее. Может быть, вы уже это все знаете, все это читали где-то.
Так, мне многие почему-то пишут, девочки, честно, я ничего не имею против обычных русских людей, но в Россию я не поеду. Ну, начнем с того, что вот этот жесткий прессинг, который у вас там существует, что мы в Украине не привыкли поклоняться какому-то царю. Мы гоняли Януковича, мы гоняли Кучму, понимаете, и это уже, как говорится, нас не переделать. Нет, я не поеду в страну, где есть какой-то там император, которому я должна обязательно кланяться. У нас такого нету, это я не смогу. Вот. По поводу разных вот этих, кто поехал, я абсолютно никого не осуждаю, то есть кто-то куда-то едет, это может у вас там действительно есть какие-то родственники хорошие в России, это каждый делает как ему удобно, вообще ничего против не имею. Кто-то едет в Польшу, во Львов, но вы поймите одно, что богатые люди, которые, может быть, имеют недвижимость где-то в Болгарии, уже купили ее, это одно. Ну, то есть я считаю, что если человек может себе где-то там в Черногории, я не знаю, в Польше купить себе квартиру, это уже все-таки богатый человек. Да? И если у вас этого нет, насколько я знаю, у меня девочки в этих, кто просто поехал на заработки, кто... Ну это что, это вы там никому не нужны. Я ничего не хочу сказать, я не хочу обидеть там поляков каких-то, я не хочу обидеть там Алму. Сколько вас там прокормят, сколько вас там продержат, да, если у вас нет денег. Ну вот. Потом это будет борьба за любое место, там, я не знаю, уборщицы какой-то там, ну что. То есть это мое личное мнение, я его высказываю. То есть, как говорится, свобода або смерть, как у нас на Украине говорят. Я не буду мыть полы там, нет. Я, в принципе, я могла бы уехать, я могла бы там гадать, но у меня тут сын, и я его не брошу, его никто через границу не пропустит. Начнем с того. Кроме того, я знаю, как укрыться. Ну, сейчас все-таки мы посмотрим по поводу вариантов, ну, что же будет в ближайшие дни, как будут развиваться события. В Днепре на сегодняшний день ничего нет. Хотя, да, есть метки, есть каналы в Телеграме, где я вижу, как диверсанты, которые, у нас многие разговаривают по-русски, поэтому я сама разговариваю по-русски, хотя украинский я прекрасно знаю, понимаю. Полуницю от поляницы я знаю, что такое полуниця, что такое поляница, я прекрасно знаю, ну и так далее. И эти люди, они снимают, вижу, что они снимают съемки, есть телеграм-канал, куда они это сбрасывают. Ну, вот такое. То есть они тут где-то у нас рядом живут. Ну, что это делают, да, и метки делают, и снимают что-то, и ловили их тут. То есть я не хочу непроверенную информацию никакую кидать, поскольку паника – это всегда плохо. То есть вы знаете, что я не люблю рассуждения ни о чем. То есть, что сейчас нам делать, мне, допустим, людям, как укрыться, продумать место, собрать чемоданчик, документы и по возможности помогать другим людям. Особенно тяжело у меня девочки в Киеве. Многие оказались в сложной ситуации. Например, им нужна доза инсулина, которую они привыкли там покупать с какой-то периодичностью. Если у меня есть, допустим, люди оказались в такой ситуации, что они не могут передвигаться по городу. Когда пишут им, что вот в каком-то там районе что-то там раздают, реально опустили магазины, нет воды, многие оказались в ситуации без еды. Выехать из Киева очень проблематично. Но я еще такая, что я не поеду по какой-то неизвестной трассе, неизвестно с кем. Расстреливают машины.
Есть некоторые, кто надеется, что их пропустят на границе мужчины за взятки, их не пропускают. Я знаю такого, лично знаю этого человека, который пытался провести семью, и его не пустили, но он остался с семьей тут. Стоять в пробках. Это, я еще раз повторяю, это личное дело каждого. Мое мнение такое. Я ничего в этом не вижу. Ну, приехал ты в этот Львов, ну, приехал ты в этот. Сколько ты там просидишь? Что ты там будешь делать? То есть это надо действительно быть богатым человеком. Во-вторых, ну, я могу себе это позволить. Во-первых, я же говорю, что перейти через границу и бросить сына не могу. Во-вторых, мне абсолютно непонятно, что я должна делать в Львове, в котором будет то же самое, что и в Днепропетровске, и везде. По моим знакомым, значит, в Одессе относительно спокойной, моя девочка пишет, что обстреляли окна возле порта жилого дома, выбили окна. В Житомире девочка. У нее дом возле военной части, выбило окна. То есть, соответственно, там жить невозможно. У многих нет. Ну, укрытий у нас нет, это точно, бомбоубежище, это 100%. По Днепру ожидаем, мы ожидаем встречи, ну, как вся Украина, и коктейли Молотова, так называемые. Хотя ему надо, пора уже давно другое дать название, и это и укрепление сейчас, и у нас город очень переживает, потому что у нас город больница, у нас очень много врачей, и к нам везут практически всех раненых. Очень много раненых. Вот так что работают хирурги, не покладая рук. Очень сложная ситуация, кому надо, кто проходит какую-то терапию от рака, кого-то инсулин, кто-то рожает. У меня рядом роддом, там уже перевели их в систему в подвале, уже были фото, где они рожают в этом подвале. Ну, я не успею добежать до этого дома. И, как мне сказали, там не принимают, тут только рожениц. Ну, я и не побегу. 30 минут бежать, это нет смысла. Ну вот пишет мне какая-то тетенька, вы очень безграмотно и совсем не подкована политически. Серьезно? Пошла нахуй. Так. Глупая я женщина. Ну, вот это очень характерно. Да, еще всем советую вообще не спориться с этими уродами, не тратить на них даже сил, их будет много. Это, скорее всего, агенты Кремля, плюс вот эти промытые... Так, сейчас скрыть. Дарья спрашивается, что она делает на моем канале, если я безграмотна и тупая. Вот, что ее цель какая? Дестабилизировать меня. Девочка моя, кого ты пытаешься дестабилизировать? Как тебя там и Дарья, да. Очень смешная тетя. Так, что в первую очередь? Заходят какие-то, вот меня два раза пытались украсть мой канал. Мне вот просто очень интересно, чем я... Я знаю, чем я опасна, я не могу объяснить. Я какой магической работой занимаюсь, о которой не положено говорить. Я гораздо больше знаю. Опять же, я могу сказать точно, что никакой победы России в Украине не будет. Это однозначно. Это даже не сомневайтесь. Вопрос в длительности и в количестве жертв. Вот это вот самое то, что волнует меня лично, например, сегодня, потому что кто там у нас еще есть какая-то, чему она меня учит. Так, она еще не заблокирована. Агенты 007. Что он вообще пишет? Она больная какая-то. Ну, это уже... Ну что, я вам могу сказать так. Есть сайты определенные, на которых называется это ботаферма, в которых нанимают людей
Есть и искренние люди, которые не обладают большим, скажем так, интеллектом. Они не, как они, то, что она говорит про меня, что вы там глупо, не разбираетесь. Я не вообще про политическую обстановку даже не говорила. Эти люди характерны тем, что они очень, им надо слить свою какую-то агрессию. Плюс есть истинные дебилы, ну, слабоумные, которых распирает агрессия. Плюс есть нанятые боты, им там, у них коммент этот стоит 10 рублей. Вот чем больше она напишет, есть сайты, там какой-то отзови.ру, они покупают эти комменты. Причем они там покупают их оптом. Ну, не все комменты, есть искренние люди, которые верят в то, что они пишут. Так, ну, конечно, ну, начнем с того, что... Не, я вам скажу честно, по поводу того, что также и НАТО. НАТО, спасибо. НАТО, конечно, что она нам помогает оружием. Потому что если глянуть на карту, пятнышко Украина и огромная страна, хотя территориально огромная, ресурсами огромная. И Россия, понятно, что никакой политик, никакой вообще нормальный человек на Россию нападать не будет. Ну, это нереально просто. Это просто глупость. Но вот эта вот вся история, что про русский язык, вот я пример, что я очень редко украинские слова вставляю, вообще ни разу не помню, чтобы меня кто-то третировал, ну то такое. Я никому ничего не доказываю, если есть тут люди, которые... Сейчас я просто... Так, Дарья Дарк, какая-то ученая сюда пришла. Почему она не сидит с такими же где-то там, которые обсуждают, что скоро наступит какая-то там победа чего-то. Так. Таролог не лезет в политику. Зайка моя, значит, ты не таролог. Ты просто бабка, которая выучила карты. Ничего не понимаешь. Потому что ты уже в политике, зайка моя. Ты не можешь быть вне политики. Просто по глупости своей и слабоумию не образовать. Обычные бабки. Ну вы же знаете, что я не бабка. Не надо меня равнять с этими вот этими. Баба Агафья, это все расскажу, Белая Майя, все без греха, сейчас я вам всем все сделаю. За 3 дня он к вам приползет. Это не ко мне, это вот, пожалуйста, как вас там, таролог, великий таролог Ольга Евладова. Ну, вот, пожалуйста. Таролог без... То есть любой человек взял карты в руки и рассказывает, что ну, вот я таролог. Все. Вот у нас человек без развития, без образования, без какого-либо представления о мире, без знания истории, она именует себя тарологом обязательно. Потому что она взяла карты, прочитала какие-то к ним подписи, и она считает, что она таролог. То есть она такой же таролог, как любой человек может взять в руки нож и сказать, что он хирург. Вот такой же она таролог. Поскольку она совершенно не понимает, что такое вообще таро, для чего оно нужно, и что далеко не во всяких руках это таро вообще работает. Она не знает истории, она не знает вообще, как не представляет себе, как оно работает. То есть любой человек, в принципе, да, мне иногда пишут, вот я тоже таролог, я взяла в руки таро. Ну и что дальше? Кому ты помогла? Что ты сделала? Чью жизнь ты вывела на какой-то другой уровень? Реально. Потому что просто сидеть о чем-то болтать, ну знаете как, я в этом вообще ас. Я могу, если меня разогнать, я могу часами говорить, и я вам столько могу рассказать фактов из истории. Зачем мы учим историю? История повторяется. Многие люди думают, они тупые. Зачем изучать историю? Это об этом это говорит о том, что у человека нет ума. То есть если человек не понимает, он не поймет,
Ну, в школе, ладно, там, когда нам по 15 лет, мы глупые еще были, да, но когда человеку там 30, 40, 50 лет, он начинает говорить, а зачем история? Потому что история – это о человеческом характере, история абсолютно повторяется, ничего нового нет, все происходит по кругу, плюс-минус какие-то нюансы, и все исходит именно не потому, что кто-то, все эти легенды. Я вам расскажу так. Я знаю прекрасно психолога, тренера СБУ, ФСБ, который готовил ГРУ, который готовил эту спецоперацию. Я не хочу его пиарить, его, скажем так, подвела его тщеславие. Он начал писать книги «Человек, оружие», и он в чем еще проштрафился? То, что я узнала, как они это делают, он это все выложил, дурачок этот. Они сочиняют легенду, то есть точно как же Ленин. И не только Ленин, это также Гитлер кидал над Москвой в 41-м. Гитлер в 41 году кидал над Москвой листовки, что вас угнетают коммунисты, мы пришли вас освободить. Вот, эта дамочка, которая взяла в руки Таро и выучила, что такое императрица, она просто, может, даже она какие-то факты знает, но люди не в состоянии систематизировать и понять, что это природа человека. То есть человек действует одним, то есть пытается управлять другими и достигать своих целей. И этим занимаются политики. Вот. Это ну что-то Таро. Ну, бабка любит, не любит, пошлет, не пошлет, когда он напишет, что он думает. Ну, на таком уровне. Вот это они уже считают, что Таро. Так вот, дорогая моя, как тебе там? Значит, для того, чтобы гадать реально, видеть будущее, это и видеть то, что скрыто, нужно обладать пониманием и терминологией, потому что когда ты видишь танк, да, ну, ты не знаешь, что это, как он называется. Ты можешь назвать зайчиком, ты можешь назвать птичкой, но это все равно будет танк. Вот, поэтому можно... Там, значит, разрабатывается легенда. Что такое легенда? Они ищут слабое место среди населения, что придумать, какую легенду, чтобы разозлить людей. Просто это легенда. Ну, легенда также у разведчиков есть, как он... Это все продумывает, это специальные люди, которые этим занимаются. Потом их учат чему? Вы думаете, их учат миру, любовь? Нет, их учат наука побеждать. Вот так называются его книги. Их учат выживать в сложных условиях, сопротивляться. Но это высшие уже там как бы у них именно идут там разведчики всякие, то есть не мелкие сушки. Вот что они учат, чему они учат людей. Там, кстати, у него было даже видео, которое он удалил после того, как я его сказала, ага, вот кто подготовил операцию на Донбассе. Он моментально все это удалил, этот психолог. То есть он прямо там дословно рассказывает, что надо сказать. Ну, в данном случае это было ДНР, ЛНР, там все было как по нотам расписано, и я так понимаю, что именно он готовил эту операцию. И это не потому, что вдруг кто-то что-то подумал, что это все режиссировано, это все было подготовлено, продумано. Ну, в данном моменте, в котором мы находимся, что хочу сказать, что проблематика, то, что там идет Беларусь, кто такой Лукашенко? Это тот же император, который теряет власть. Его прикрывает другой император. Если он потеряет поддержку русского императора, то что его народ свергнет? Вот и все. Тут никто никого не спасает. Это все придумано для низов, для каких-то людей, которые что-то вот представляли себе. Так.
В России, Россия, значит, почему так, почему получаются вот эти все режимы? Уже давно замечено, что, если кто-то знает, что специфическое поклонение. Я вот даже общалась в чате. Я стараюсь с этими дебилами не общаться, но зачем мне тратить на них время? Что они мне скажут? Они под копирку вот этих вот, кто там, Соловьев, какие-то там. Ну, вот, они не понимают, что там специально разработана операция, что их обрабатывают. А я смотрю глубже, я смотрю на суть поведения, что каждый человек что спасает свою жопу. Что я так думаю, что перед этим был Казахстан, когда Назарбаев, на тот момент он еще владел всеми этими богатствами, то есть я так поняла, что Назарбаеву все. Я так думаю, что это тоже момент, когда великий русский император задумался, а что будет дальше со мной? Наверное, он хочет жить 100 лет. Я, кстати, смотрела на его здоровье. Здоровье у него отлично, единственное, у него проблема в позвоночнике. Ну, это такое дело. Есть у него слабое место. Так, и получается, вот они все держатся за эту власть, потому что им уже шаг назад уже некуда. А все это рассказы, кто-то кого-то защищает. Поверьте мне, что это вот лирика, которой вообще даже не стоит не прислушиваться. У него есть рабы. Почему он такой смелый? Он считает, что его граждане, их поведение, что все граждане такие. Вот вы сталкиваетесь, это немножко ограниченное сознание. То есть вы сталкиваетесь в окружении с людьми, а потом, оказывается, есть другие люди, что они совершенно не так себя ведут. То есть там рабы, они его раскормили, они его хвалили, они его боялись. Кого-то купил, кого-то подчинил, кого-то запугал. Ну вот и все. И они всему этому способствовали. То есть вот я еще раз говорю, что империя всегда, вот изучи любую историю, Египет, все эти империи крупно изучите. Ну, не будете изучать, я знаю. Я вам расскажу коротко. Они для того, чтобы удержать власть, императору нужны кто? Воины. Для того, чтобы их кормить, в какой-то момент, а их становится слишком много. И эти воины должны его защищать от кого? От нищих. Вот этих людей, которые работают, что-то там производят, вот, чтобы его не свергли, он окружает себя армией. А армия, она опасна, потому что у нее в руках оружие, это необычные люди. И что ему надо сделать? Занять эту армию чем? Походом каким-то. И эта армия там, она кормится, завоевывает какие-то территории и одновременно отвлекается от того, чтобы они свергли нам нашего императора. И посмотрите, вся римская история, вся история папства, где они там борются за это власть. Это все захват новых территорий, отвлечение армии, да, с одной стороны, надо защищать свою власть, а с другой стороны, куда девать этих людей, которые ничего, ни хрена не умеют, кроме как воевать. Завтра они повернутся против вас, против императоров. Вот они это все и делают. Ну, Лукашенко, он помельче император. И его бы народ, наверное, сверх, если бы ему не помогал другой. Ну, вот так вот. Это все чисто человеческий характер. Тут нет все эти истории про кто-то кого-то защищает, это какие-то там нацисты, там что-то, вот это все чепуха. Мы смотрим только на факты, на поступки. То, что разрушают дома, то, что сколько уже этих фактов, убитые люди, женщины, дети совершенно не причастны, это война, и это всегда будет. Вообще не бывает такого, что возле любого объекта, возле любой выстрел может попасть не туда. И тем более, что это все происходит на нашей территории. А как бы интересно было бы, если бы наша ракета там упала бы где-то там, я не знаю, на Курский какой-нибудь, не знаю, военную часть.
как бы это интересно. Мы просто бомбим военных, да, и это все, это оправдание бы было. Я представляю, какой бы кипиш поднялся. Вот это освобождение, это, ну, это все для каких-то глубоко неразвитых людей. Всегда ищите во всем, что происходит, выгоду, поиск власти, страх в данном случае за свою власть, выгоду, то есть отвлечь армию, занять ее чем-то, получить выгоду. Вот это геополитика, там что там, базы НАТО. Да баз НАТО полно в Эстонии, в Литве, в Латвии. Да кругом уже, в Турции эти базы НАТО. Что им тебя? У нас нет никаких баз НАТО. Поэтому на нас не наступают, потому что мы слабые оказались. Мы слабое звено. Если бы у нас была база НАТО, то на нас бы никто не пошел. Вот же в чем дело. Поэтому, когда нам говорят, что нас надо разоружать. А где вы были, когда Латвия и Литва вступала в НАТО? Хап, проспала Россия. То есть и на нас, помните, что вы оказались слабыми, и вы что, будете жертвой. Поэтому, ну, я тут не буду вникать, почему мы не вступили в НАТО, да, как так получилось, что нас не хотели в НАТО. Этому есть тоже причины, мы сейчас это... То есть все сводится к человеческому характеру. Ты слабый, ты будешь виноват, и рано придет, или поздно тебе придется выбирать. Или быть сильным, себя защищать, или тебя не будет. Помните это. Почему никто не нападает на такую вот крошечную Эстонию? Хотя она тоже была в СССР, и там, кстати, тоже русских у меня полно, они их заставляют в Латвии учить язык, они там все знают. У них там латвийские школы, вот именно на латвийском языке. Чего на них никто не нападает? А у них база НАТО. Вот в чем дело. База НАТО – это коллективная безопасность. То есть если нападают на Эстонию, допустим, или Латвию, то вступается весь этот союз. Вот и все. То есть тут что? Императоры, которые боятся за свою власть и ищут занятия своей армии, плюс беззащитная территория, все остальное это для дураков. Ну, кто в это поверит, я не знаю. Мне кто-то верит, большинство все-таки верит, особенно россиян. Ну, женщина, про 8 лет давайте я вам расскажу, как вы бомбили Чечню, которая тоже хотела отделиться, в которой не было никакой базы НАТО. За что вы превратили Грозный в груду пепла? Вы не помните, не расскажете мне, потому что я вам расскажу, почему. Миротворцы вы наши. Потому что там не было базы НАТО, не было достаточно оружия. Воевали против вас какие-то несчастные чеченцы, невооруженные, им никто не помогал, и поэтому их, это еще была советская армия, которая не могла так, в Чечне там не особо там подготовленная военная была. А про 8 лет там вы тыкали флаги России. Это была диверсионная, специально подготовленная операция, которую разрабатывал ГРУ, и я читала про нее у психолога, который вот слил это все в сеть буквально, просто по тщеславию. Если кому интересно, я могу написать. Так я его рекламировать не хочу. Зачем мне рекламировать какого-то врага? НАТО, НАТО разместил. Ну так нападайте на НАТО. Чего вы идете на беззащитную? У нас нет. У нас что, в Украине есть НАТО, тетя? Вообще, вы о чем? То есть вы лезете на кого? На слабого, правильно? Идите вон Эстония, она тоже была в Украине. Она вам угрожает? Там уже стоит НАТО. Нет, вы идете туда, где нет НАТО. Вот в этом вся суть вот этих вот режимов диктаторских и вот их рабов. Рабы, они еще мне говорят, мы за Путина. А что вы за Зеленского? У нас нет поклонения царю, мы другие. Мы за свою свободу и за свой выбор воюем, за свою землю. Мы за Путина, за царя не умираем. Вот. Так что 8 лет
то, что вы запустили туда свою диверсионную группу, спецоперацию провели, тыкали флаги России, то есть устроили сепаратизм, за который вы свою же Чечню сравняли с землею. Чечню за то же самое вы сравняли с землей. Как вас там? Неумная Виктория. Виктория, Виктория. НАТО разместили, а что они не имеют права? Ну вы же разместили у себя ядерное, вы же танками давите наших детей. Потому что у нас нет НАТО. А вот теперь у нас будет НАТО. Вот вы добились своего. Удаляю нахрен тупицу. Ладно. О, психобольная, безграмотная. То есть у нее нет никаких фактов, она просто хочет вывести меня там на агрессию. Вот и все. Вот их уровень. Вот так. Психбольная, безграмотная. Ку-ку. Ну, вот она о себе говорит. Она думает, что я очень сильно буду нервничать. Так как ее поудавить, это заблокировать ее. Причем вот, засланный... вот кто, почему не удается. Смотрите, Виктория, какая она плодовитая. Абсолютно не тратьте на них время, что-то им доказываю. Ну, я вам просто, может, просто кто-то не знает, я вам объясняю, что в истории России была Чечня, которая также хотела отделиться. То есть они посчитали их сепаратистами, и было 2 чеченских войны, кто знает, если кто-то интересовался. Ну и по итогу они сравняли Грозный. Мой отец еще в свое время был строитель, он строил этот Грозный, который снесли. Когда мой отец еще был жив, это был какой-то 90, первая война в 90-х была, он смотрел на этот пепел, это была просто груда камней, но сопротивлялась, у них не было оружия, просто эта Чечня не смогла отделиться, потому что они были военные неподготовлены. Сейчас против Украина воюет при помощи всего мира. Так. Пошлите эту нахуй. Так вот, даже говорю, что немножко близорукая, и не всегда... Сейчас я сделаю покрупнее. Вот. Обязательно. Дело в том, что сейчас мы не Чечня, мы 8 лет готовились, мы ничего не забыли, и кроме того, с нами воюет весь свет. Так, кто там еще у меня есть? Ну, по поводу заговорной ритуал, они очень тяжелые. Даже я их не очень люблю, поскольку, ну, знаете, что я маньяк руники, она запускается независимо, то есть она работает на энергиях стихий, вот то, чем вы активируете, огонь, вода, воздух, вот это все, оно дает дополнительные силы. Когда вы заговорное слово говорите, вы работаете либо на личной силе, либо на эгрегоре, к которому вы обращаетесь. Если у вас нет контакта с этим эгрегором, не налажен, то практически стянет эту силу с вас. Поэтому я вам сразу написала, что ставьте защиты, и ну, это тяжелый способ. Давайте посмотрим. Я просто буду выкладывать. Будет ли какое-то военное проникновение? Ну, начну с Днепропетровска. Давайте так, неделю возьмем, потом возьмем месяц. Так, неделя. Возможно, да, по этой карте будут пытаться прорваться и наши какие-то хозяйственные объекты все-таки уничтожать. По Пентаклю. То есть какие там... Ну, аэропорт у нас уже выведен из строя. Хотя же говорю, что военное это тоже искусство, и неизвестно, что они уничтожили и уничтожили. То есть это может быть дезинформация для врага. Будут. Да, они будут пытаться уничтожить какие-то наше производство все-таки. Насколько пострадают люди. Я скажу, что люди почти не пострадают. Всадник кубков.
Сейчас посмотрим на более длительный период, месяц. Днепропетровск, сейчас потом посмотрим. Всадник жезлов. Скорее всего, что это все-таки эпизодические группы диверсантов. Я что-то не вижу какого-то тяжелого оружия. Удары по хозобъектам будут. Группы диверсантов, которых быстро ликвидируют. Ну, говорю как есть. Понимаете, я бы очень хотела сказать, что ничего не будет. Но вот эти две карты, гадание на войну, они все-таки... Это разрушение. Потеря имущества. А это все-таки группы, но они краткосрочные. Давайте посмотрим про Киев. Самый тяжелый сейчас Киев и Харьков. Так. Меня просто спрашивают часто конкретно. Бывает так, что, допустим, в городе какое-то здание пострадало, а ваше, допустим, не пострадает. Но это надо, конечно, лично под человека. Это такое дело. Потому что моя бабушка в свое время, во время под Киевщиной, во время фашистской оккупации, она тоже никуда не уходила. И так ее ни хату не разбомбила, ни с моей мамой и с моим дядей она там была. То есть все было вот так вот. Пережила и оккупацию, и пережила все это. Вот, а дед мой воевал. Дед мой, кстати, герой Советского Союза. Ну, ладно. Так. Он вернулся живым даже. Дошел до Берлина. Так, что дальше будет этим летом вообще по Украине? Боюсь эту карту доставать. Ужасно. Королева мечей. Ну, я скажу, что все-таки это будут отбивать атаки. Власти у нас чужой не будет. Не будет. Это королева. Будут пытаться нам навязывать эти правила, срывать переговоры. Ну, президента какого-то там, как они там хотят, Януковича, Киеву. Ну, это смешно. Кто будет вообще воспринимать у нас Киеву для Януковича? Ну, это просто смешно. Так, что будет с Киевом? Давайте неделя. Потому что Киеву очень тяжело сейчас. Что будет с Киевом в течение недели? Так, разрушение. Давайте так. Будет ли какая-то власть в Киеве чужая? Будет ли они пытаться? Нет, власть будет наша. Император – это хорошая карта, не чужая. Никого они не возьмут. Никакого президента не будет. Закроет ли все-таки нам это НАТО тоже, который очкует, который жалуется, что они не хотят вступать в войну с Россией, поэтому они предпочитают прикрываться нашими детьми, которых там убивают. Так, так, что будет с людьми? Потому что это уже королева мечей прямая. Ну, видимо, будет все-таки какая-то плановая эвакуация, возможно, по неким правилам. Президент останется наш. Бомбить будут продолжать. Так, а ну давайте, к сожалению, власти они не возьмут президента. Давайте так, итоги по Украине до конца весны. По этой войне в целом отойдут они. То есть их начнут, ну, по крайней мере, часть их отойдет назад. Часть вернется. То есть по некоторым направлениям они
они отступят уже. Потому что частично где-то они застрянут. Давайте так, что будет с Киевом в течение месяца? Отобьют и его хотя бы в течение месяца. Да, отобьют. И фактор какой-то действует, который сейчас об этом факторе речь не идет. Ну, давайте дополним карту, что это такое будет, благодаря чему это случится. Это будет жесткий бой. И по вот этой карте, возможно, что это какие-то скрытые войска или какие-то неафишируемые группы с нашей стороны проявить себя как в войне. Ну, знаете как, есть частные армии, они, конечно, дорого стоят, но олигархи могут их и нанять. Частная армия, она не подчиняется никакому ни НАТО, ни Евросоюзу. Она воюет просто за деньги. Это как вы наняли, не знаю, повара, или вы наняли строителя, который кладет вам плитку. Я так вижу это так. Потому что тут уличные бои, я так понимаю, идет на разрушение, но власть они не возьмут. Давайте так. Так, конец лета. Они отступят. Пятерка кубков, так, отступят. Давайте. Что будет у нас в Днепропетровском по итогу? Вот я так вижу, что Днепропетровск даже как-то ноль. Что это за ноль? Будет какая-то рисковая ситуация, но она кажется, ну, скажем так, ложной. Ну, тоже, наверное, частная армия. Отшельник. Также это, кстати, карта магии, мистических орденов и тайных договоренностей. Шут. Ну, сейчас посмотрим, что будет с императором России. Да, остановят их. Давайте так. Будет ли продвижение вглубь Украины вообще? Что я тут не вижу мирных переговоров вообще. То есть, потому что отшельник, речь не идет, что исход решит какую-то там договоренность. Только либо это отшельник, либо это разведка, либо это тайная какая-то армия, которая никому, ну, как бы действует под каким-то прикрытием скрыто. Так, а ну этот купол НАТО, которые не хотят нам давать. Давайте так, все-таки. Что с этим куполом? Знаете, они нам дадут все-таки этот купол. Смотрите, королева жезлов. Возможно, на это повлияет некая женщина или какое-то яркое, привлекающее внимание событие. Очень надеюсь, что это не АЭС бомбанет. Давайте спросим. Что за событие? Тройка мечей. Да. Что это еще дополнительно? То есть они ждут у нас, они накроют нас после того, как... Ну, дьявол, тройка мечей, это, да, очень похоже на АЭС. Что-то еще, или какая-то совершенно... То есть катастрофа, которая вне войны. Ну, скажем так, не относится напрямую, где это либо экологическая катастрофа, дьявол, что это может... Почему? Потому что естественно, что если бомбанет какая-то АЭС, она идет уже на Европу. Все. Все. Тут уже прикрывать придется. Так, ударит ли... подождите, может быть, это и действительно какой-то удар. Но я не думаю, что российский император ударит прямо первым ударом по нас. Он может ударить по какой-то нейтральной территории, допустим. Ну,
предупредительный выстрел. Может быть, после этого и накроет. Если он не будет, будет ли Путин бить прямо ядерным планом? Нет. Не сыт он. Так, что летом в Украине уже в связи с этой войной? Вообще по всей Украине, как это можно назвать? Ну, без иллюзий. Мы еще будем потерпать, что это будет. Тут уже восстановление пойдет. Нас прижмет, конечно, на тему заработков. Хотя будет помощь материальная. Мы привлечем много внимания общественности, финансовых институтов, но будет очень много сил уходить на восстановление. Так что так. Просто если Путин ударит, это может быть какая-то там, допустим, территория, может быть безлюдная. Но если это будет уже удар, даже в нейтральные какие-то воды, то похоже, он не соображает вообще, что делать. Давайте так посмотрим вообще, что он на данный момент вообще чувствует, да, что он вообще побеждает, он верит в это или злится, или что. Он недооценивает. Он импульсивный и считает, что вот ему осталось пару шагов для того, чтобы победить. Маленький мальчик, у которого сегодня одно, а завтра другое. И который до конца, у которого уже нет плана. Нет, он в себе, он совершенно с ума не сошел. С этим у него все в порядке. Просто он на импульсе. Ну, давайте так. Украина, там какие-то теории, что Украина распадется, что-то какая-то там Венгрия ее завоюет. Давайте посмотрим, будет ли единая целая Украина от весна-лето. Эта карта говорит о том, что это будет отступление, где-то они будут вылазить, где-то их будут запихивать назад. Но это карта не означает распадение. Будут наступать они где-то вот, как у нас было, 14-15 год, да? Будут ли еще какие-то города разрушены, серьезно? Уже нет. Уже нет. Уже идут. Я же говорю, что исход войны решают верховные жрицы и отшельники. То есть это, скорее всего, что-то тайные нанятые армии. Я так вот думаю. Кстати, да. Даже какие-то там шаманы уже и наши мульфары заявили, что ему конец. И, ну, скажем так, определенная группа людей действительно работает в этом направлении. Давайте так. Дело в том, что до конца магической работы нельзя сказать итог, что будет с российским императором, допустим, в течение недели. Враги. Знаете, у него опасность, кстати, ну это скорее всего, что военный, а может быть даже нанятый какой-то киллер, в большой опасности находится. Либо, ну как, возле него уже это предатель, это опасный человек, это может быть и киллер. Так что это я не могу сказать, что это карта смерти, но это карта, ну, скажем так, резкого давления, опасности, врага. Это, скорее всего, что военный человек. Не, военные не понимают, что. То есть, я так поняла, вот эти все шмойгу, они ничего не... Там бизнес очень страдает. Бизнесу очень обидно, что
Сейчас везде их капиталы срезают. И добраться до него им вряд ли. Так, давайте так посмотрим, что... Так, благодарю за тех, кто мне пишет. Не успеваю я. Если какие-то дебилы, я даже их не читаю, ну, просто надо поудалять. Так, Одесса. Одесса обстреляли в порту, уже в окна попали. Это мне моя подруга пишет. Так, что с Одессой? Будет ли захват Одессы? Ну, реальный такой. Или покажем, насколько. Нет. Опять же, сейчас вот все идут карты о том, что вступает какая-то невидимая армия. Это, скажем так, то, о чем мне говорят. Я вам сказала, что есть частные армии. Они немногочисленны, ну как там, 4000 человек, может быть, 5, 3. Но это убийцы такие, что которые могут очень много сделать. Ну, соответственно, и диверсион. Ну, это уже специальная история. Это особо натренированные люди. Один из этих армий может сделать то, что 100 человек обычной. Вот, то есть, вот я так вижу исход этой истории. Ну, НАТО накроет нас, когда у нас, возможно, все-таки будет какой-то выстрел, но не попадет по людям. Не пойдет на Украину, возможно, что Путин покажет, что у него есть ядерное оружие, куда-то пальнет. Нет, не пальнет у нас. На Украину нет. Исход армии так, давайте что с Путиным, с его постом будет в течение, ну, допустим, полугода. Потому что уже кто-то стоит возле него, вот. Его уберут. Будет ли он жив? Можно, что его будут где-то удерживать. Он на переговоры никакие не идет. То есть он никому не нравится уже. Все его друзья оставили, все, кто его поддерживал. Дьявол, да, его там что-то с ним сделают такое, отравят или... Все, он уйдет. В тень. Ну, давайте посмотрим, что именно дьявол. Дьявол это точно уже, что это ядерно. Куда? Не, ну, даже выстрелы делают иногда обычного оружия, это предупредительный, да. То есть не видно, что он сумасшедший. Путин не сумасшедший. Он просто обалдел от своей власти и думает, что что-то придумал себе, что тут кто-то будет принимать Януковича, что у нас много желающих, что никто не хочет этого. Все против. Какой Янукович, вы что? Как придет, так и уйдет. Так, что это, будет ли это АЭС? У нас и плохая карта, допустим, да, давайте доглядывать. Будет ли это проблема с АЭС? Нет. Они думают об этом, но откажутся от этого. Думают об этом. Будет ли это какая-то катастрофа, ну, будет ли это выстрел прямой какой-то, типа показательный, что вот в нейтральных водах, не знаю. Да. Он сделает предупредительный выстрел ядерным оружием. Ну куда, где? Ну мы знаем, что есть полигоны там в Неваде, в Казахстане, где испытывают это оружие, все равно его запускают. Там, где пустыня и так далее. Ну что, надеюсь, я не очень сильно вас расстроила, но как есть. К чему, что готовится.
То есть пятерка кубков, это смотрите, то есть все равно их будут отгонять назад, они будут где-то про 5 просачиваться. Мы еще про батьков не посмотрели, что там это, будет ли какой-то ущерб от этой белорусской армии, что они там. Ну, что-то белорусская армия, там, скорее всего, какие-то дети, по крайней мере, нет, по этой карте что-то замерло все. Максимум, что они могут там что-то ходить где-то по улицам, какие-то там 18-летние, ну, посылают эти куски мяса. Чем они будут заниматься, будут ли они... Они уже проникли. Ну вот детский сад этот, у которых нет... Они ничего не умеют в военном деле, действуют импульсивно, земли под ногами у них нет, то есть они, видимо, плохо накормлены, плохо обучены. Такое. Это не они. Это фигня. Ну, выстрел на нейтральную территорию. Вы считаете это как конфликт НАТО или нет? Есть, можно выстрелить в какие-то нейтральные воды ядерным зарядом и что? Показать, что вот он у меня есть. Там нет НАТО в нейтральных водах. Он не будет у власти. Ну, давайте посмотрим, какая работа против него ведется, потому что уже недавно было, да? А у них, когда и слили 150 тысяч или сколько, 120 тысяч данные всех вот этой армии, которая воюет, там, кстати, среди них есть и гадалки. Но это не значит, что они что-то умеют. Я смотрю, что они так, как они подходят. Если у нас убили элитное подразделение кадыровское, как его, Магомедова этого, это ж элитнейшее там такой зверь, такой военный. Значит, вы понимаете, что ничего не бывает просто так. Значит, против него воюют еще более хитрые и подготовленные военные. Это асы, если ну, тут наступило у нас этому кадыровскому, как бы, Магомедову, забыла. Магомедову капец наступил не просто так, это не случайность. Против него выступили очень серьезные люди. Так, давайте посмотрим. Да, давайте, когда у Киева будет, давайте посмотрим. Когда Киев выйдет с тех подвалов, спокойно поспит, хотя бы поест. 10 дней. Наступит облегчение. Я не говорю, что это все 10 дней будет длиться, но это не будет длиться там месяцами. Десятка перевернутая. Что там, любовь какая-то там? Что детей убивали в Донбассе. Вот россияне убивали. Детей убивали в Чечне, детей убивали в Абхазии. Это тоже Украина все. Оправдываешь. А мы не оправдываем Чечню. Серьезно? А вы помните вообще, кто был правительство? Ваше же правительство и было. Так, сейчас мне пишет моя девочка. Вот я могу вам сейчас даже... О, жалко, не могу показать фотографии. Как она сидит сейчас в подвале. Нигде жалко, конечно. Она мне сейчас шлет в телеграммы там. Недооценивание врага. Понимаете, вот
человек думает, что самый умный, и главное уже когда-то ему крохотная Грузия, да, от которой он отступил, и он почему-то подумал, что в Украине он может взять реванш. Очень удивляюсь вообще вот этой наивности. Ну, видите, кстати, когда его уберут. Свои же его уберут. Ну, перевернутая сила. То есть его, скорее всего, уже просто будут, перестанут слушать, это раз. Восьмерка. Ну, обычно восьмерка, скорее всего, что это уже вот счет пошел на дни. Перевернутая сила, он не будет, вот эти все его приказы, уже все. Во-первых, разорились все его окружение, которое там насобирало денег, где-то там, говорят, и в Европе, и в Китае, и все эти их дворцы, все их сейчас забирают. Так что кому нужен такой император? Никому оно не надо. Так, что ж. Так, магичит ли кто-то над Путиным? Магичит? Вот видите, магичит. Ну, не будем говорить кто. Не будем говорить кто. То есть ведьма выпала 100% над ним магичит. Да, у него защита, да, у него хорошее здоровье, да, у него там 13 шаманов. Ну, давайте посмотрим, какое же у него слабое. И у него слабое место не здоровье, у него слабое место не голова, у него слабое место – это его окружение ближайшее. Хотя это не ново, да, и ты был, да, как помним, кто Цезаря убил, его ближайший соратник. Ну, в общем, вы меня поняли, как это будет происходить. Что лучше? Ну, ближайшие соратники уберет. Неожиданно. Будет ли его судить или останется ли он жив? Давайте так. Тут вот военный, скорее всего, что он. Военный, нанятый убийца. Может быть хирург. Может даже тот, кто его лечит. Или что-то с ним делает. То есть вот это может быть врач-хирург еще. Который он думает, что он его что-то там лечит. Так. Человек не понимает, что воспитывать детей можно и в тюрьме. Вы раскормили мы своего Кучму гоняли, мы своего Януковича выгнали, нам что-то не понравилось, и все, у нас нету такого за царя, за Путина или там еще за что-то. Мы с таким мировоззрением не живем. А мы не воспитываем своих детей, да? Мы как-то по-другому. Ну, понимаете, если вы чего-то не видите, это не значит, что если вы не выйдете из своей тюрьмы, это не значит, что ее нет. Это может быть у вас такой уровень осознания действительности. Каждый живет в каком-то своем мире. Мы все не свободны, у нас какие-то ограничения, у нас какие-то ковиды, то, что мы видим, но то, что есть обычная тирания, деспотия. Изучайте истории хоть немножко. Девочки, мальчики. Чем отличается демократия от тирании? Ну, это элементарщина, что у вас нет свободных средств массовой информации, что у нас даже такого Роскомнадзора нет, как у вас. Какой-то Роскомнадзор, который там сидит, банит какие-то сайты. Это смешно, что у вас запрещено, у вас нет свободы слова, что могут посадить за какую-то там песню десятилетней давности. Ну, это обычная тирания. Изучите хоть немножко там основы, вообще хоть думайте, включайте мозги. Такое впечатление, что люди они историю изучали на уровне, там зазубрили даты,
у истории есть ход, и он повторяется. Там история — это просто смена имен. На самом деле там тираны, войны, захват имущества, армия и стремление ну, счастья людей к власти, богатству, деньгам. Все. На этом основана вся история всех народов. Когда ты начинаешь завоевать слишком много, как говорится, ты его не можешь удержать. Вспомним монголо-татар, да? И, кстати, чем более жестко ты пытаешься их подавить, тем они сильнее тебе сопротивляются. Если бы они вот этими танками не давили нас, как если бы пытались как-то с нами договориться, может быть, мы еще к чему-то прислушаемся. Ну, может, это вы так живете, когда вам пристраивают пистолет к животу и говорят, что ну что, будешь с нами договариваться. Может, у вас это нормально, у нас это ненормально. Если вы чего-то хотите, какое-то население защитить, да, давайте переговоры вести, давайте конкретику какую-то разговаривать. А вы предпочитаете россияне, то есть российское общество нам представляет пистолет к животу, ядерное оружие, и говорит, ну вот сейчас ты будешь делать то, что мы хотим. Естественно, таким образом от человека добиться можно только... Может человек согласиться, но он вас будет ненавидеть и ждать способа вам отомстить. Это, кстати, на любых уровнях отношений, начиная от государства и заканчивая человеческим. Если вы человека к чему-то жестко принуждаете, вы получаете только сопротивление. Это, кстати, касается мужчин и женщин, женщины, люди с людьми. Любовь что-то несет продажное, кому продалось, вот же она сама не знает, кому продалось ваше правительство, если оно завоевывало Чечню. Правительство продалось США, чтобы получить Чечню. Серьезно? Ой, какое, господи, хоть бы они хоть книжку взяли, почитали какую-то там по истории. Удаляю ее нафиг. Какие-то нам давал Минские соглашения. Женщина реально думает, что есть соглашение одностороннее, что соглашение — это когда кто-то кому-то что-то дает. Соглашение — это всегда двусторонняя работа. И это соглашения были с пистолетом в боку в Украине, в которой не было на тот момент армии. Приставили пистолет и сказали, ну соглашайся. Это называют, вам дали соглашение. И они живут в России под таким прицелом все время. И они часть запугана, часть поклоняется царю, и она не может понять, что как это, что соглашение это двухстороннее. И соглашение это когда без пистолета у виска. Она считает это соглашением. Ну что, ну, это слабоумие. Против людей нет. Я говорю, что может быть какой-то выстрел предупредительный, но после этого НАТО накроет нас тогда уже своим куполом знаменитым. Так, ну это я ответила. Ну, лифты. Самая сложная нагрузка, вот, которую мы изучают, да, рассчитываю я тоже. Архитектор — это не художник. Мы рассчитывали конструкции, самая сложная, тяжелая. Есть там снеговая, ветровая нагрузка, там. Самое опасное — это вибрация, разрушение и динамическая нагрузка, когда что-то едет или постоянно трусится. Вот этот лифт — это самая крепкая конструкция здания, если у вас есть лифт. Если лифта нет, хороши монолитные конструкции, то есть там, где идет такая сетка армированная, она как клетка, да, ее заливают там бетоном. Ее очень трудно прорвать. А вот когда просто какие-то кирпичики, вот это самое хреновое. Просто там. Ну, это уже
каждый по месту решит, и там есть специальные уже указания, людям уже это много рассказали об этом. Я просто за себя знаю как. Ну, защита на войне я вам давала в Инстаграме по поводу невидимки, то есть можно быть невидимым, ну, не только для там, налоговых органов каких-то людей, но также для устройств они годятся. Невидимка, шапка-невидимка, обычный тот же щит Игдрасиля, тот же воронка Кантоса, когда она не энергозатратна, и она отбивает именно назад все. Обычная руна Альгиз. Только не рисуйте ее перевернутой, рисуйте так, чтобы она все время как вот вилами вперед. Там еще есть разные виды невидимок. Есть волчий крюк, но его нельзя рисовать на себе, только на имуществе. Есть специальная защита от пожара. Я их, пожалуй, выложу. Так, от пожара. Есть специально узконаправленные от лихого человека, так называемого. Ну, в данном случае это военные, всякие мародеры. Это я все подберу, тоже выложу. Будет у меня время. Ну, и я буду писать там в Инстаграме или выкладывать сюда сюжеты, что у нас происходит. Так. Ну, кстати, башни-близнецы в Америке не такие серьезные нормы, как у нас. Америка строит, ну, скажем так, у них очень экономно, и на этой экономии экономят в том числе и на жесткости, и на пожарном вот это вот, пожарной безопасности, потому что у них без запаса все это идет. А у наших зданий они после расчетов добавляли еще плюс 20% и 30% дополнительной прочности, жесткости и устойчивости. Поэтому башни-близнецы это не такое крутое здание. По идее, они даже по нашим нормам такой высоты здания, конструкция должна была гореть до разрушения 1,5 часа. А она у них сгорала за 20 минут. Это предел пожаростойкости называется. Вот. Ну, у нас 1,5 часа она должна. Испытания и все такое. Ну, тут оружие идет. Там многие погибли именно от того, что от пожара и не успели добежать. Вот так вот. Ну, от задымления. Так, это понятно. Ну, все, тогда всем привет. Вроде все просмотрели. Будем дальше на связи. И смотрите мои сторисы в Инстаграме. Буду выкладывать защиты. И сюда постараюсь выложить по защитам какие-то прогнозы. Если кого-то интересует, там пишите, может, по Киеву что-то еще интересно узнать. Вот. Потому что я в мирные переговоры в данном случае не верю. Тут о них и не шлось речь. Речь шла, что все решают отшельники и верховные жрицы, то есть тайные армии и магия. Да, те самые невидимые силы. Нам говорят одно, а серый генерал, или как это называется, серый, решают все они. Тогда всем до свидания, спокойной ночи, особенно украинцам желаю. И сейчас вот выставлю в Инстаграме, что мне девочка прислала, в каких она условиях сидит сейчас. Кому интересно. В Киеве бомбоубежище уже, наверное, 5-ю ночь. Без еды, воды, в духоте. Это вот освободители пришли. Ну, всем до свидания. Пишите.